Друзья, всем доброе утро. Меня зовут Федор, я работаю в команде Dodo. Буквально вчера днем мы с Сашей Черным вернулись из Калифорнии, и я хочу поделиться сейчас с вами небольшими инсайтами, мыслями. Времени на подготовку не было, поэтому не судите строго. Собственно, где мы были в США? Мы прилетели сначала в Нью-Йорк, потом мы были в Мемфисе на юге США, и потом полетели на западное побережье в Лос-Анджелес. Собственно, что мы делали в этой поездке? В основном мы делали вот это. Вот. Таких фотографий, на самом деле, гораздо больше. Вот. Но не только это. То есть Сашина задача была как раз исследовать потребительский опыт, исследовать приложения, значит, цифровой опыт. Моя задача была встречаться с различными людьми, собственно, погрузиться в то, как у нас дела идут в Мемфисе, в наших пиццериях, и в Лос-Анджелесе. Ну, собственно, наверное, многие уже знают эту новость о кейсе самого быстрого закрытия пиццерии в нашей истории. Значит, как-то Алена говорит, что значит, кто-то у нас рассказывал кейс, как открыть пиццерию за 30 дней. А Алена говорит, у меня будет кейс, как открыть и закрыть пиццерию за 50 дней. Вот, собственно, история такая, что у нас в США сейчас такая партизанская тактика, то есть мы не фокусируемся целенаправленно на развитии в США. У нас очень большая свобода у Андрея Киреевского, у Алены Тиховой в США. И, собственно, появилась возможность открыть пиццерию. Инвестор, точнее так, действующая пиццерия, которую открыл американский предприниматель, который следил за нашей компанией, предложил взять нам эту пиццерию в управление, стать инвестором. Алена это предложение приняла, в итоге у них не получилось вместе работать, и, собственно, мы просто расстались, пиццерию закрыли, расстались в хороших отношениях, и таким образом наша калифорнийская история закончилась. Вот. Но, собственно, я сейчас скажу вам то, как мы видим стратегию в США, вернемся ли мы в Калифорнию. Собственно, сейчас у нас три главных направления развития – это Россия и соседние страны. Здесь наша задача быть номер один, использовать преимущество масштаба, которое мы получили, преимущество лидерства. Есть второе направление – это Европа плюс Африка. Наша задача там запускать новые рынки и развивать рынки, где мы уже есть, значит, начинать масштабирование на этих рынках. И Китай – это три главных фокуса. Что же у нас в США? Смотрите, в США у нас сейчас три пиццерии, и мы их рассматриваем как пиццерии R&D. То есть наша задача, чтобы эти пиццерии работали, постоянно поставляли нам какую-то новую информацию, мы запускали там новые цифровые продукты. И, возможно, в какой-то среднесрочной перспективе мы начнем первые шаги опять в США, то есть начнем опять создавать корпоративный бизнес. Возможно, начнем строить собственную корпоративную сеть на базе пиццерий в Теннесси и в Миссисипи, для того, чтобы потом, возможно, уже когда наша компания даже станет публичной, выйдет на биржу и привлечет деньги, мы уже вложим в их в развитие на этом огромном рынке. Почему, собственно, этот рынок, возможно, станет таким финальной такой точкой, где мы все ресурсы соберем и будем развиваться на этом рынке. Почему? Собственно, США – это самый конкурентный рынок в пиццеиндустрии, то есть это самый большой рынок. Вот на самом деле, когда я давно не бываю в США, там вот я не был 1,5 года, я забываю вот эти впечатления о том, насколько это огромный рынок. То есть США – это даже не одна страна, это огромное количество рынков, объединенных, собственно, одним названием Соединенные Штаты Америки, потому что то, во-первых, количество денег, которые есть у потребителей, оно огромное, а их потребителей немало. И самое главное, что пицца является одним из самых популярных продуктов. Поэтому это просто огромнейший рынок, к которому нужно серьезно готовиться к выходу на этот рынок. Собственно, есть ли там место для Dodo Pizza? И опять же, эта поездка опять мне сказала, что, конечно же, место для нас есть. Почему? Потому что в Америке огромное количество концепций пиццерий. Есть сильные игроки, которых вы все знаете. Papa John's, Domino's, Little Caesar. А есть огромное количество небольших сетей, средних сетей. И причем небольшая сеть в Америке – это 200-300 пиццерий. И есть большое количество небольших сетей. И когда смотришь, как сделан у них продукт, как сделан у них маркетинг, как сделан у них диджитал, ты понимаешь, что у нас есть все возможности для того, чтобы развиваться на этом рынке. Собственно, я сейчас хочу поделиться с вами 3 инсайтами. В анонсе немножко обманул, говорил 7, в итоге сократил до 3. Значит, это на самом деле очень простые вещи, вы все их знаете, но в том и заключается инсайты, когда часто ты приходишь к совершенно простым вещам. Первое.
что мы должны сделать великолепный продукт, чтобы преуспеть на этом рынке. Что это означает? Смотрите, в США настолько конкурентен этот бизнес, настолько большая история, столько игроков, что все аспекты, связанные с пицца-бизнесом, они просто отшлифованы. То есть ты заходишь и понимаешь, что локальный маркетинг, промо-маркетинг, там огромное количество инструментов, то есть огромное количество хаков, знаний, которые используют американские компании. Ты понимаешь, что куда бы ты ни посмотрел, во всем нужно, чтобы побеждать, нужно качество. То есть, потому что мы производим commodity-продукт, и наша франшиза – это то, что предприниматели могут выбирать среди многих франшиз. И, собственно, конечные потребители тоже выбирают среди сотен различных брендов. Поэтому наша задача, чтобы каждый из нас в своем продукте действительно ставил планку просто мировую, и тогда мы сможем создать продукт, который сможет конкурировать на этом рынке. Второе, смотрите, второй инсайт, то, что наша ключевая особенность, прозрачность, действительно, мы про это забываем, но это может стать огромнейшим преимуществом на таком рынке, как Соединенные Штаты. Почему? Смотрите, вот мы встречались в Нью-Йорке с основателем N-Pizza, вот похоже на Егора Летова. Это основатель очень известная, модная сеть на восточном побережье. У них она достаточно небольшая, 35 пиццерий, но при этом очень известная. И вот мы с ним обсуждали, собственно, почему они не развиваются по франчайзингу. И он говорит так, что вообще во франчайзинге в Америке принято, что все друг друга обманывают и манипулируют. И это привело к тому, что типичный американский франчайзи – это такой человек, который неважно там ценности компании, ему важно зарабатывать деньги. И, в принципе, у него огромное количество разных франшиз, может быть, и, собственно, ему вообще не важно ни философия компании, ни культура компании, ему все это не важно. Почему? Потому что отсутствует прозрачность, отсутствует доверие между франчайзером и франчайзи. И когда я рассказал о том, что как у нас построены отношения, что между собой франчайзи прозрачны, то, что прозрачна выручка, что все, что делает управляющая компания, прозрачно для франчайзи, это вызвало действительно такой позитивный шок, потому что они говорят, что такого в Соединенных Штатах во франчайзинге они не встречали, то есть это нетипично. И я понимаю, что, собственно, прозрачность для клиентов, прозрачность для наших партнеров будущих, это может быть огромным преимуществом. Собственно, эту прозрачность нам дает наша система DDS. Ну и, собственно, третья вещь, вы это знаете, это Digital или DDS. Это огромное преимущество. Почему? Потому что мы видели множество сетей развитых, больших сетей, где до сих пор допотопные средства управления процессами на кухне, бумажки висят, выходят из принтера, где, значит, только крупные игроки имеют крутые приложения. Кстати, все сейчас в США уходит в приложения. Приложение Starbucks, Макдональдса – это целая экосистема огромная, где можно читать новости, где есть система лояльности. Starbucks – это вообще что-то невероятное. Там можно найти просто все можно сделать в приложении, оно просчитывает, сколько идти до ближайшего Starbucks. Но такие крутые приложения только у крупных игроков. И мы понимаем, что если мы средние игроки и большинство, они имеют очень слабые диджитал-продукты. И мы понимаем, что если мы сделаем крутые диджитал-продукты, это будет супер преимуществом в Америке как для потребителей, так и для наших партнеров франчайзи. Собственно, ну и важный момент, смотрите, этот рынок точно, он настолько большой и сложный, что его невозможно на него выйти быстро. Вот мне очень нравится фраза Уоррена Баффета, что 9 женщин не родят за месяц. Нужно расти, накапливать опыт, растить наш продукт, расти самим. И я думаю, через какое-то количество времени мы будем готовы развиваться на этом сложном рынке постепенно. Так что Америка ждет нас, мы обязательно вернемся и в Калифорнию тоже. Всем хорошей недели. Саша Черный выложит все видео, фото, которые мы снимали, и вышлет всем ссылки. Обязательно все посмотрите.